Всем привет! Меня зовут Наталья. Как у вас дела? В этом видео я расскажу вам, что поднимает мне настроение. Сегодня мы будем изучать русские падежи с кем, с чем. Каждому видео я делаю транскрипцию и аудиофайл, ссылка в комментариях. Вы можете прочитать транскрипцию, потом перевести новые слова и потом снова посмотреть это видео. Также у меня есть подкасты. Каждый подкаст – это короткая история. Я делаю транскрипции и упражнения к каждому подкасту. Ссылка тоже в комментариях. Вы можете и читать, и слушать, и смотреть мои видео. И сегодня, что поднимает мне настроение? Поехали! Недавно я ходила на выставку. Это была выставка в музее. Я ходила в музей. Это известный музей, это русский музей. Этот музей находится в Санкт-Петербурге. Эта выставка была в музее. И я ходила в музей на выставку. Это была выставка картин. Я ходила туда одна? Нет, не одна. Я ходила туда с мамой? Нет, не с мамой. Моя мама была занята в тот день. Я ходила на выставку с сестрой? Нет, не с сестрой. Моя сестра работала в тот день. Я ходила на выставку с другом? Тоже нет, не с другом. Я ходила на выставку с подругой? Да, с подругой. Я ходила туда с подругами. Я ходила на выставку со своими подругами. Это был четверг, это был рабочий день, это было днем. Мы ходили туда днем. Мы ходили с подругами на выставку днем. Ну, там было много людей. На выставке было много людей. И мы не знаем, почему. С кем мы познакомились на выставке? С кем? Ни с кем. Мы ни с кем не познакомились. Мы ходили и смотрели картины. Мы ни с кем не познакомились. Это была выставка известного художника. Там были картины художника Сурикова. Суриков русский художник. Он жил в Сибири, он рисовал красивые картины, он жил много лет назад. Он родился в 1848 году и он умер в 1916 году. Это русский художник. И мы ходили и смотрели картины. Мы познакомились с картинами художника. С кем мы разговаривали на выставке? Ну, ни с кем. Мы ни с кем не разговаривали. Мы ходили и смотрели картины. Иногда мы разговаривали друг с другом. Мы говорили о картинах. Потом мы посмотрели картины и мы пошли в кафе. В музее было кафе. Здание музея очень красивое. И кафе в музее тоже было очень красивое. В кафе была разная еда и напитки. Мы хотели поесть. Там были салат с рыбой, суп с мясом, блины с джемом. Мы ели салат с рыбой? Нет, мы не ели салат с рыбой. Мы заказали суп с мясом? Нет, мы не ели суп с мясом. Мы заказали блины с джемом? Да, мы ели блины с джемом. Одна из моих подруг заказала блины со сметаной.
Я и другая моя подруга ели блины с джемом. Это было вкусно. И мы тоже пили там. Мы пили кофе? Нет. Мы не заказывали кофе в том кафе. Мы пили чай? Да. Мы заказали чай с лимоном. Это был нормальный чай. Атмосфера в кафе была очень хорошая. Мы поели, мы попили, и мы ушли из музея. И потом мы пошли в другое кафе. Да-да, мы хотели хороший кофе. И мы пошли в другое кафе. Там мы заказали кофе? Да. Мы заказали кофе с молоком? Нет. Мы заказали кофе с апельсиновым соком. Это было очень вкусно. И еще одна из моих подруг заказала сэндвич с индейкой. И другая моя подруга заказала мороженое с шоколадом. Кажется, я ничего не заказывала там. Нет, я ничего не ела там. Кофе с апельсиновым соком был очень вкусный. И это был отличный день. Отдых с друзьями поднимает мне настроение. И хорошая еда поднимает мне настроение. Вкусная еда поднимает мне настроение. Я покупаю что-то вкусное, когда мне грустно. Я покупаю что-то вкусное, когда у меня плохое настроение. И время с друзьями помогает мне не думать о плохом. И сейчас я хочу повторить грамматику. Отдыхать с кем? Ездить куда-то с кем? Например, можно ездить отдыхать с мамой, можно ездить с папой, можно ездить отдыхать и с мамой, и с папой, можно отдыхать вместе с родителями. Можно ездить с сестрой, можно ездить с братом, можно отдыхать с друзьями, можно отдыхать с другом или с подругой. Например, они гуляют с детьми в парке. Родители гуляют с детьми в парке. Родители гуляют с сыном в парке, родители гуляют с дочкой в парке. Следующее. Есть что-то с чем-то. Например, можно есть суп со сметаной. В России мы едим борщ со сметаной. Можно есть блины со сметаной, можно есть блины с мясом, можно есть блины с яблоками, можно есть салат с рыбой, можно есть мороженое с шоколадом, можно есть сэндвич с курицей, можно есть сэндвич с сыром. Следующее. Знакомиться, познакомиться с кем? Она познакомилась со своим мужем 5 лет назад. 5 лет назад они познакомились, и потом после они поженились. Или он познакомился со своим новым коллективом. У него новая работа, он познакомился с коллективом. Следующее. Разговаривать с кем? Когда мы разговариваем с папой, с мамой, мы разговариваем с братом, мы разговариваем с сестрой, о чем-то. Мы разговариваем с людьми. Сегодня у меня к вам 3 вопроса. Вопрос номер 1. Где вы были вчера и с кем? Где вы были вчера и с кем? Вопрос номер 2. Что вы ели вчера и с чем? Что вы ели вчера и с чем? Вопрос номер 3. Что поднимает вам настроение? Что поднимает вам настроение? Хорошая работа. Так.
а как вы поднимаете себе настроение, как вы проводите свои выходные, что вы делаете. Пишите в комментариях, мне интересно. Транскрипция к этому уроку будет по ссылке внизу. Подкасты с уроками тоже по ссылке внизу. Подкасты для уровня Intermediate, но я делаю транскрипцию и упражнения. Вы можете читать эти истории, вы можете делать упражнения и улучшать свой русский язык. Хорошо? Все ссылки внизу. Если вы не видели мое видео, чтобы оно здесь на канале. Хорошего дня!